Вы когда-нибудь задумывались, почему Ли Мин Хо никогда не улыбается на полную силу в своих самых драматичных сценах? Пока весь мир видит в нем абсолютного короля Дором, баловня судьбы человека, у ног которого лежит вся Азия, за его идеальной, словно высеченной из мрамора внешностью скрываются титановые штифты в ногах и тяжелая память о дне, когда его жизнь фактически оборвалась. 2006 год. Страшная автомобильная авария, которая должна была поставить безжалостный крест на его актерской карьере, когда она еще даже толком не началась. В тот роковой день он ехал со своим близким другом, актером Чон Илю, когда в них врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду искореженного металла. Врачи в отделении реанимации качали головами и говорили, что этот высокий парень, возможно, никогда больше не сможет ходить, не говоря уже о съемках. Месяцы в больничной палате, операции и тяжелейшая депрессия. Но сегодня он – самый высокооплачиваемый актер Южной Кореи. Как парень, прикованный к постели на год, смог не просто встать на ноги, а взойти на трон индустрии, которой он не уступает никому уже почти 20 лет? Сегодня на канале Korean Stars мы проведем глубокий разбор феномена Ли Мин Хо. Это не просто биография, это жесткая инструкция по выживанию от человека, обманувшего смерть. Многие наивно полагают, что его головокружительный успех начался по щелчку пальцев с культовой дорамы «Цветочки после ягодок». Но мало кто из зрителей знает, через какой персональный ад он прошел на пути к этой роли. На кастинг высокомерного наследника Го Джун Пё он пришел, едва успев восстановиться и избавиться от костылей. После той жуткой аварии его правое бедро и коленную чашечку были намертво вставлены металлические стержни длиной более 40 сантиметров. Каждый шаг на съемочной площадке, каждый резкий поворот, прыжок и даже простое долгое стояние в кадре под палящими софитами причиняли ему невыносимую, тянущую боль. Представьте себе картину: молодой актер, от которого режиссер требует невероятной легкости и харизмы самого богатого парня в школе, а в коротких перерывах между дублями он уходит в тень и едва сдерживает слезы, потому что холодный металл внутри буквально разрывает мышцы. Ему приходилось пить сильные обезболивающие, чтобы просто улыбаться в кадре. Почему он не сдался? Именно здесь кроется первый секрет его популярности. Фанаты на подсознательном уровне чувствуют его внутреннюю сталь. Ли Мин Хо – это не просто сладкий мальчик, это закаленный боец, научившийся носить свою боль так же элегантно, как носит дорогой костюм от Dior. Давайте признаем честно, в южнокорейской индустрии развлечений сотни идеальных красавцев. Но почему именно Ли Мин Хо остается на Олимпе? Если вы посмотрите на его коллег по цеху, многие из них ярко вспыхивают после одного хита и бесследно гаснут через 2-3 года. Мин Хо же держит высочайшую планку уже 2 десятилетия. Секрет заключается в его феноменальной способности меняться вместе со своей взрослеющей аудиторией. В 2009 году он был идеальным принцем, в котором нуждались мечтательные подростки. В «Городском охотнике» он кардинально сменил вектор, показав жесткую маскулинность и глубокий внутренний надлом, выполняя большинство сложных трюков самостоятельно, несмотря на старые травмы. А в недавнем масштабном проекте «Починка» он пошел на колоссальный карьерный риск. Ради роли Кахан Су он впервые за много лет согласился пройти кастинг на общих основаниях. Он сыграл персонажа с предельно серой моралью, разрушив свой рафинированный образ безупречного героя. Он доказал, что не боится стареть в кадре. Пока другие пытаются удержать уходящую молодость фильтрами, Ли Мин Хо инвестирует в глубину своего взгляда. Его взгляд в «Починка» — это тяжелый взгляд человека, который видел и самое грязное дно, и самую сияющую вершину. Но за всем этим блеском есть глубоко личная тема, заставляющая сердце его преданных фанатов сжиматься от боли сильнее любой трагедии в его дорамах. Это его звенящее одиночество. Почему самый желанный мужчина планеты, за каждым шагом которого следят миллионы, встречает редкие свободные вечера в пустом особняке? Вы наверняка помните его громкие романы с блистательной Пак Мин Йон и обладательницей титула «Нацией первой любви» Сюзи? Казалось бы, идеальные, словно сошедшие со страниц манхвы пары. Но в реальности это была невыносимая жизнь под микроскопом. Каждое их тайное свидание напоминало спланированную спецоперацию.
каждое неосторожное слово становилось поводом для масштабного хейта в сетях. Источники из окружения актера не раз намекали: Ли Мин Хо – человек старой закалки. Он ищет простой человеческой искренности, но индустрия требует от него быть собственностью фандома. Его отношения с Сюзи продлились почти 3 года, и когда агентства объявили об их расставании, интернет буквально взорвался. Знаете, что самое печальное? Пока мы обсуждали причины разрыва, сам Ли Мин Хо молча ушел в изнурительную работу с головой. Он пытался заглушить личную боль бесконечными ночными съемками. Это его способ защиты – превращать реальные слезы в экранные эмоции, стоящие ему частички души. На нашем канале Korean Stars мы уже делали обзоры на его элитную недвижимость, но давайте заглянем глубже фасада. Его роскошный дом в районе Нанхён-дон стоимостью более $5 миллионов – это не просто статусная крепость. Это его единственное безопасное убежище от мира, который постоянно чего-то от него требует. В редких интервью Ли Мин Хо признавался, что он заядлый домосед и страстный геймер. Представьте этот сюрреалистичный диссонанс. Человек, который может позволить себе закрыть любой VIP-клуб мира, предпочитает проводить ночи в напряженных онлайн-играх. Почему? Потому что в виртуальном пространстве за никнеймом никто не видит в нем Ли Мин Хо. Там он просто рядовой игрок, равный среди равных. Это поразительный контраст. Днем он блистательный глобальный амбассадор Луис Вуиттрон и Фенди, окруженный сотнями телохранителей, а поздно вечером – одинокий парень с геймпадом в руках, который тихо заказывает еду на доставку под чужим вымышленным именем. Это оглушительное одиночество на вершине мирового признания – та самая невидимая цена, которую он ежедневно платит за свое право называться королем. Однако, в отличие от многих селебрити, которые тратят богатство исключительно на собственное эго, Мин Хо направил свое влияние на создание нечто большего. Его благотворительная платформа Промиш – это не просто красивый фонд для галочки. Он вкладывает в этот проект не только астрономические суммы, но и личное время. Он инициирует кампании от обеспечения чистой водой отдаленных деревень Африки до системной помощи детям из малообеспеченных семей Кореи. В отличие от многих пиар-проектов, Промиш был отмечен множеством престижных наград за реальный вклад в общество. Те, кто работал с ним за кадром акций, утверждают, что он невероятно дотошен. Он может часами изучать отчеты о том, куда пошел каждый цент. И в этом кроется еще одна причина его вечной популярности. Фанатская база уважает его не за длинные ноги и автомобили, а за то, что он сумел остаться настоящим человеком. Даже сегодня, когда его гонорар превышает $100 000 за эпизод, он не забывает корни. Он помнит времена, когда его семья жила очень скромно, и никогда не забывает тот леденящий страх на больничной койке, когда он не знал, будет ли у него завтра. Многие критики пытались разгадать формулу его успеха, списывая все на банальное везение. Но давайте посмотрим на цифры, которые никогда не врут. Ли Мин Хо – официально первый южнокорейский актер в истории, чья фанбаза в социальных сетях с легкостью перешагнула фантастическую отметку в 100 миллионов человек. Это больше населения многих крупных стран. Он стал главным лицом корейской волны Халлю задолго до того, как К-поп захватил мир. Его восковая фигура украшает музей Мадам Тюссо сразу в нескольких городах Азии, подчеркивая статус международной иконы. Когда Ли Мин Хо прилетает в любую страну, международные аэропорты буквально парализуют от наплыва фанатов. Истинный секрет кроется в том, что он стал воплощением корейской мечты. Он – элегантный мост между традиционными ценностями и современным западным глянцем. В нашу эпоху, когда все становится одноразовым, он умудряется оставаться фундаментально актуальным. Сегодня он – настоящий национальный бренд Кореи. Государство использует его образ для привлечения туристов, а мировые бренды стоят в очереди годами, чтобы он надел их часы. Это недосягаемый уровень влияния. И вот сейчас Ли Мин Хо находится на самом сложном и интересном этапе своего пути. Ему уже никому ничего не нужно доказывать. Теперь он вступил в битву за свое историческое наследие в искусстве кинематографа. Его решение уйти в серьезные, тяжелые драматические проекты, такие как «Починка», ясно показывает,
Он готов собственными руками убить в себе глянцевого прекрасного принца, чтобы переродиться как великий драматический актер. Он понимает, что время – его главный соперник. Но глядя на то, с каким достоинством он проходит через десятилетия ослепляющей славы, не теряя рассудка и не попадая в криминальные скандалы, понимаешь, его феномен – это не магия. Это колоссальный самоконтроль и искреннее уважение к вам, его зрителям. Он помнит каждого фаната, который молился за него в том страшном 2006 году, когда он лежал сломленный в гипсе. Именно эта невидимая духовная связь делает его неуязвимым для времени. Ли Мин Хо – это целая эпоха, которая, кажется, никогда не закончится. Мы сегодня шаг за шагом разобрали его невероятный путь от боли до триумфа, от одиночества до мирового признания. Но я хочу спросить именно вас, настоящих ценителей его таланта. Как вы считаете, в чем на самом деле скрывается его главная сила? Это его невероятная стойкость после аварии или его способность оставаться простым человеком, несмотря на миллионы на счету? И какая именно его роль заставила вас впервые поверить в то, что он лучший? Напишите свои развернутые мысли в комментариях, для меня это очень важно. Не забудьте прямо сейчас подписаться на канал Korean Stars и поставить колокольчик, ведь только здесь мы раскрываем судьбы ваших любимых звезд так, как никто другой. Огромное спасибо, что уделили время и досмотрели этот выпуск до конца. Берегите себя, своих близких и верьте в свою мечту так же сильно и отчаянно, как в нее верил Ли Мин Хо.